Добрый день! Это публикация о вьетнамских семейных традициях. Говорят, что жители Вьетнама доброжелательный народ. Мне так не показалось. Стоит выйти за пределы туристических мест, и сразу чувствуются косые и завистливые взгляды. А еще вас может угодить камень или огрызок. Безопасно внутри ювелирных магазинов, а в остальных напряжение только нарастает. На улицах Вьетнама везде красные флаги с серпом и молотом. Тут же множество частных лавчонок. Но социалистический бизнес не процветает, как в Китае. Местные с трудом сводят концы с концами. Вы бы видели утренние улицы, когда жители едут на работу. Налог на машины очень высокий, поэтому автомобили мало кому доступны. Все заполонено маленькими мотоциклами. За рулем муж, сзади притулилась жена. Какие-то грязные, ободранные, неопрятные. Кстати, отправившись погулять в обед, тоже увидите много любопытного. Люди покупают еду на лотках, садятся тут же на землю кушать. Кто-то приносит с собой и раскладывает на тротуаре. Прямо рядом с ним другой моет ноги, а третий голову. Для местных это норма, ведь они привыкли жить большими тесными кланами. А вот у вас вряд ли возникнет желание покинуть гостиницу в это время еще раз. Страна бедная, как и соседи по региону. Но если у ланкийцев, например, отсутствие денег не стирает улыбки с лиц, то с вьетнамцами все наоборот. Возможно, причина сильного негатива по отношению ко мне в том, что я путешествовала в одиночестве, ведь в традициях местных подобное немыслимо. Женщина – полноправная хозяйка только дома. Муж заработанные деньги отдает ей, а жена потом выдает на расходы. Этот обычай важен до такой степени, что если жених хочет сам распоряжаться финансами, то помолвку могут расторгнуть. Однако, чаще дело благополучно движется к свадьбе. Невеста готовит 3-4 платья, и одно обязательно традиционное. Юноша приезжает за суженой с подарками, среди которых арбузные семечки, как пожелание здоровья и деток, и кокосовое дерево, обвитое лианой. С ним связана легенда. Женщина пришла на поле брани искать мужа. Слезы ее, упав на тело погибшего, превратили его в дерево, а она стала вьющимся растением вокруг него. Так романтично воспитывается верность даже умершему супругу. Молодые отправляются в дом будущего мужа. По дороге главная задача жениха – не выпустить руку невесты, иначе не видать семье счастья. По прибытию пара совершает традиционные обряды, среди которых поклонение алтарю предков и получение благословения родителей. Дальше свадебная процессия направляется в буддийский монастырь на религиозную церемонию. Туда модно приезжать на рикшах. А потом банкеты и праздничные посиделки за столом с многочисленными гостями, друзьями и родственниками в течение 3-4 дней. Детей во Вьетнаме любят. Однако заводят в последнее время не более 2, следуя заветам партии. Первый обязательно мальчик. На его плечи, так же как и в Китае, ляжет обязанность заботиться о духах предков. Но как быть уверенным в половой принадлежности будущего ребенка? Пойти к доктору. И если не повезло, сделать аборт. А когда понятно, что ожидается мальчик, то можно хвастаться. Соответствующая одежда намекает на положение женщины, даже если пока ничего не видно. Будущую маму принято обильно кормить, чтобы она активно набирала в весе. Прибавка в 20 килограмм, за которую в наших больницах отругают, для вьетнамцев показатель заботливости о будущем ребенке. После родов целый месяц женщина лежит, поднимаясь только в туалет. Местные уверены, что это спасает от болей в пояснице в дальнейшем. И еще категорически нельзя контактировать с водой. Лучше намазаться шафраном, куркумой и потеть рядом с жаровней. Так выйдут вредные вещества. Вьетнамские имена состоят из 3 частей: имя клана, имя семьи и личное имя. Девочек называют в честь цветов. Для мальчиков подходят общие понятия – долг, храбрость и так далее. Нельзя давать имя живущего родственника, а поскольку их очень много, то порой приходится просто придумывать. Самые важные события в жизни ребенка – это 1 месяц и 1 год.
Других дат во Вьетнаме не отмечают. А главное качество, которое воспитывается у подрастающего поколения – послушание. Да и зачем праздновать день рождения, когда есть, например, лунный Новый год? Это хороший повод наведаться в родную деревню мужа и провести время с его бесчисленной роднёй, друзьями и соседями. Что еще нужно для семейного счастья? Пожалуй, только липкий зеленый рисовый пирог, вываренный в банановых листьях с начинкой из гороховой пасты и свиного жира, будет к месту. А к нему знаменитый соус из тухлой рыбы. Если решитесь попробовать, то приятного аппетита! Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, делитесь в соцсетях. Спасибо за внимание!